Скажите, вот квартира 117 квадратных метров на семью из 3 человек. Это достаточно? Ну, прилично можно жить? Мне кажется, более чем. Гостиная 30 метров, 2 спальни, 25 и 17, просторная кухня. Вполне солидно и по сегодняшним меркам. Но мы-то с вами в Петербурге начала 90-х. Каждая вторая квартира в центре коммунальная. Семья из 3 человек обычно ютится в одной комнате с общим туалетом и кухней. А тут целых 117 личных квадратных метров. Да еще и на набережной мойке. В 2 минутах пешком от Дворцовой площади и Эрмитажа. Да хоромы просто! Но кто-то скажет, что нет. Все-таки тесновато. Но не хватает, конечно, каких-то бытовых вещей. Каждому человеку хочется иметь что-то большего, чем у него есть. Например, первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак и его жена Людмила Нарус. Значит, смотрите. Они купили и расселили соседнюю коммуналку и прорубили стены. Расширили квартиру для 3 человек до 246 квадратных метров. 128 дополнительных квадратных метра. Ну, много, да. Но стоит ли 128 квадратных метров карьеры? Собчаку стоили. Могут ли 4 дополнительных комнаты и 3 санузла изменить историю страны? Как выяснилось, могут. Мы уже стали ездить за границу, уже мы знали, что у людей есть 2 спальни, что должна быть столовая, где принимать гостей. Преодолеть это искушение было трудно. И все расселяли, действительно, все расселяли коммунальные квартиры. Я даже не представляла, что это может быть так раздуто, что это может привести к таким роковым последствиям, Ксюша. Вот собственными руками бы подожгла это все, если бы знала. Петербург начала 90-х был совсем не похож на Петербург современный. В городе царила абсолютная нищета и разруха. Закрывались заводы, производства, работы не было, зарплату не платили. Поначалу, сразу после развала СССР, не было и еды. Физически в город поступало продовольствия меньше, чем хватило бы людям. В город, как во время войны, привозили гуманитарную помощь из-за границы, из США, из Германии, сотни тысяч тонн грузов самой обычной еды. Консервы, сахар, масло, мука. Настоящими хозяевами Петербурга стали бандиты, организованные преступные группировки. Заказные убийства, стрелки, разборки, братва – все это было обыденной частью жизни в Петербурге. При всем этом политическая жизнь в Питере кипела не меньше, чем в Москве. В основном благодаря одному человеку, избранному в 1991 году первым мэром города Анатолию Собчаку. Нам нужно ставить вопрос о том, чтобы руководители Комитета государственной безопасности больше не входили в высшее политическое руководство страны. Собчак, безусловно, был очень яркой политической фигурой того времени. Не городского даже, а федерального масштаба. Он, наряду с Горбачевым, Ельциным, Сахаровым, был символом перестройки и демократических перемен. Он был ученым, профессором права в Ленинградском университете. В 1989-м, тогда же, когда и Ельцин был избран народным депутатом, они оба состояли в межрегиональной депутатской группе, объединении, которое фактически являлось первой легальной советской оппозицией в парламенте. 12 июня 1991-го, в тот же день, когда Ельцин стал первым президентом, Собчака избрали мэром Ленинграда. Собчак был настоящим публичным политиком, не боящимся выступать перед толпой, на митингах. Делал он это прекрасно, и идеи его вдохновляли миллионы людей. Надо жить по-другому. От каждого из нас зависит, будем ли мы жить завтра лучше. Что не нужно ждать никакого чуда, что все в наших руках. И все преодолеем, все сделаем, и наше великое будущее будет делом наших рук. Например, 24-летнего Дмитрия Медведева, который учился у Собчака и работал с ним на юрфаке ЛГУ. Но тогда это было просто очень и очень новым. Вот у нас на кафедре очень долгое время
еще потом хранился целый чемодан фотографий профессора Собчака. Значит, это были такие черно-белые фотографии, отпечатанные кустарным способом, которые мы ходили и расклеивали по всему Васильевскому острову. С клеем, там, с банкой там, и с кисточкой. Ходили, клеили, причем иногда вокруг этих портретов возникали целые споры. В команду Собчака в мэрии пришли работать не только оба будущих президента, Путин и Медведев, но еще и Анатолий Чубайс, Алексей Кудрин, Герман Греф, Виталий Мутко, Сергей Нарышкин, Дмитрий Козак, Владимир Чуров, Альфред Кох, Игорь Сечин и Алексей Миллер. Но были у Собчака и большие политические проблемы. Ровно настолько, насколько он был хорош в ораторском искусстве и в общении с толпой, он был бесполезен во всем, что связано с реальной работой мэра. И это очень быстро стало понятно. Собчак любил говорить, но дел за словами не следовало. Город по факту был брошен на его замов, выходцы из КГБ Путина в первую очередь. И вскоре вся собчаковская мэрия, сегодняшняя политическая элита, превратилась просто в обслугу бандитов и мафии, которые на самом деле командовали в Петербурге. Сохранилось много свидетельств о том, как это работало. Один из предпринимателей того времени рассказывал, что чтобы получить какое-либо согласование в мэрии, любую бумажку, нужно было прийти к Путину, все обговорить, а потом он писал ручкой количество денег, взятку, которую нужно дать, и деньги передавали через Алексея Миллера. Вторая проблема – образ жизни Собчака. Собчак был прообразом всего того, что сегодня мы представляем, когда слышим «депутат», или «министр», или «единорос». Он выглядел как самый холеный, самый благополучный человек в городе. Светские выходы, гламурная жена, которая шокировала всех своими нарядами. Конечно, это раздражало. Но как это могло не раздражать? Собчак и Нарусова были не в лиге чиновников. Они были элитой, бомондом. Приемы, тусовки с супермоделями. В 1994 году Собчак лично проводит церемонию бракосочетания двух самых знаменитых людей в стране – Пугачевой и Киркорова. Банкет организует Путин. Дорогие Филипп Борисович, объявляю вас мужем и женой. Ну, посмотрите сами. Вот интерьеры той самой расширенной квартиры Собчаков на Мойке. Что это вообще? Так может жить чиновник? Все в золоте. Какой-то безумный антиквариат, место которому в императорском дворце. Дубовая мебель, канделябры, собственные портреты в золотых рамах. Это музей, а не квартира. Так никто не живет. Они жили. И ведь не только квартира была, как выясняется. В декларации их дочери Ксении Собчак вы можете найти упоминание нежилого помещения 122,5 квадратных метра. Знаете, что это? Это мансарда, чердак в том же доме на Мойке, который тоже каким-то странным образом оказался в собственности Собчаков. Вроде как там должна быть творческая мастерская. В 250-метровой квартире, видимо, места для творческой мастерской не нашлось. И в Кремле Собчака к концу его первого срока тоже не очень жаловали. Окружение Ельцина, силовики, охранник Коржаков в первую очередь, активно топили Собчака, убеждали Ельцина, что лучше с ним не ассоциироваться, и возбуждали против него уголовные дела. Поэтому и выборы было решено провести отдельно. Якобы Собчак мог стать таким балластом и потянуть Ельцина вниз. По прошествии 30 лет понятно, что никаким балластом он, конечно же, не был. Это была обычная конкуренция. Собчак оставался достаточно популярным, он был самостоятельным, его любили на Западе. В Собчаке было что-то неуловимо президентское. Они с Ельцином были как будто бы сопоставимой величины. Видимо, в этом и была проблема. Ко дню голосования Собчак подходил с полной уверенностью, что он легко переизберется. Кампанию он особо не вел, его главным соперником неожиданно оказался его же собственный заместитель Яковлев. Такой крепкий хозяйственник с нулевой узнаваемостью и харизмой типичного завхоза. В период предвыборной кампании, раз уж мы опять возвращаемся, столько было разговоров. Яковлев и рука Москвы, Яковлев и то, и другое, и очень много денег. Домыслов в этом очень много. И мне не хотелось бы сейчас как бы даже возвращаться к этим темам. Штаб Собчака, где работали Путин, Кудрин, Нарусова, давили на то, что Собчак мэр с мировой известностью. А Яковлев – это никто, ноунейм. Его подослали московские толстосумы. Купеческая Москва победит,
просвещенный Петербург. Это написано в листовке Собчака. Петербург будет чахнуть, а Москва богатеть. На постерах рисуют узнаваемые талоны на мыло. Так будет снова, если не выбрать Собчака. Или вот классика. Яковлев – коммунист. С другой стороны, штаб Яковлева бил в самое больное место. Вот листовка. Яковлев или светский лев? И дальше сравнение. Ну, вот один работает, строит дома, говорит по делу. Номер 3 – хозяйственник. А другой только болтает. А вот еще смотрите, какое незамысловатое творчество. Стрекоза и муравей. Яковлев изображен как муравей в каске. Он говорит «кыш» стрекозе, Собчаку, который вот что-то говорит с бокалом вина. Тогда же разгорелся и квартирный скандал. Шикарные апартаменты на мойке, какие-то еще квартиры, оказавшиеся в собственности родственников и знакомых Собчака, стали основными направлениями кампании против него. Собчака обвинили в коррупции и незаконном обогащении. В первом туре Собчак набрал 29%, а Яковлев – 22%. Исход выборов и финальное поражение Собчака определили телевизионные дебаты. Казалось, что игра идет на поле Собчака. Все знают, Собчак – прекрасный полемист. Он умеет быстро и остро реагировать, у него хорошая речь и большой опыт. Но он показал себя удивительно слабо. Его рассказы про высокую политику и ценности прерывались вопросами Яковлева про то, сколько зарабатывает дворник. Вы знаете, сколько получает вообще дворник в городе? Сколько получает дворник, я знаю, но я знаю, сколько получает начальник ПРЭО. Назовите. Собчак, естественно, не знал, сколько зарабатывает дворник. Длинные монологи Собчака Яковлев комментировал народными поговорками. Вот с вами, когда говоришь, вот знаете, есть такая поговорка: роса не глаза. Вот примерно она вот в этом ключе вся идет. Члены команды Собчака объясняли его проигрыш тем, что он просто вообще не готовился. Решил, что и так справится. Сам же Анатолий Александрович нашел более интересное объяснение. Против него работали экстрасенсы. Ведь Яковлев вначале категорически отказался от дебатов, и даже команда его поначалу тоже считала, что дебатов не нужно, а потом все-таки настояли. И настояли тогда, я это узнал, к сожалению, уже позже, тогда, когда они нашли достаточно мощного экстрасенса и поставили во время этих теледебатов очень мощный заслон. Я во время теледебатов ощущал себя не в своей тарелке. Во втором туре 2 июня Собчак проигрывает Яковлеву 1,7% голосов. Его заместитель Владимир Путин, ушедший в отставку вслед за Собчаком, дорабатывает в мэрии до июля и уезжает жить на дачу в известный теперь кооператив «Озеро», ставший позже объектом множества расследований. Собчак обещал Путину должность посла, но ее не дают. На даче сразу после переезда, пока Путин с друзьями парились в сауне, случается пожар. И новый дом за считанные минуты сгорает дотла. Мы уже не могли спуститься со 2-го этажа вниз, потому что там уже все было охвачено пламенем, поэтому пришлось взять простыни, содрать с кровати, связать их узлами и спускаться всем по простыне. В общем, полная безнадега. Но длилась она недолго. До его переезда в Москву на новую должность остается около 4 недель. До назначения преемником Ельцина ровно 3 года. Но вернемся в Москву. Первое, что сделал Ельцин после инаугурации в 96-м, он снова исчез. Только через месяц появляется объяснение. Выходит интервью, где Ельцин признается, что у него серьезная проблема со здоровьем. Мне делали диспансеризацию. И во время диспансеризации обнаружили болезнь сердца. Рекомендации врачей, наших врачей, или операция, или
такое пассивная, так сказать, работа. Но пассивная работа меня не устраивала никогда. Несмотря на то, что операция прошла успешно, Ельцин к нормальной работе уже никогда не вернется. На втором своем сроке он уже даже отдаленно не напоминает себя прежнего. Работает по несколько часов в день, не каждый день, пропадает, отдыхает. Потом начинаются новые болезни и новое лечение. Все понимают, но вслух не говорят. Ельцин не в состоянии выполнять свои обязанности. На второй срок был избран президент, который с первого же дня не смог работать. Вот такая загогулинка часть. Вместо него обязанности президента берет на себя некий коллективный орган, который действует от имени Ельцина. Его станут называть «семья». В сердце семьи два человека. Татьяна Дьяченко, она становится советницей президента, и Валентин Юмашев. Сначала тоже советник, а с начала 97-го глава администрации президента. Конфигурация достаточно странная. Журналист «Огонька», единственная заслуга которого написанные за Ельцина мемуары, и дочь президента. Оба без какого-либо опыта, без каких-либо знаний, не управлявшие в своей жизни ничем ни дня, заменят собой избранного президента. Таня и Валя, как их теперь иронично называют, станут костяком семьи. По сути дела, такого политбюро, небольшой группы людей, которые сосредоточат в своих руках всю власть в России. Они же выберут Путина. Слово «семья» я совсем недавно предложил произносить открыто, не в кавычках, с большой буквы, как семья великого реформатора и либерала России, президента Ельцина. Конструкция семьи, не в кавычках, с большой буквы, как наставит Березовский, была не очень замысловатой. В центре Юмашев и Дьяченко, несколько приближенных чиновников, а вокруг них вьются олигархи. В разное время состав и степень приближенности разная. Олигархи, а теперь они именно олигархи, потому что к деньгам добавилась власть, считают, что они полноправные хозяева страны, так как они обеспечили избрание Ельцина в 96-м. Они хотят назначать правительство, премьер-министров, глав госкорпораций, они хотят принимать законы. Каждое решение теперь нужно согласовывать с ними. Давайте просто послушаем свидетелей тех событий. Что они рассказывают про олигархов? Их было, я не помню, человек, может, 8-9 в одном из крупнейших банков. И один из них мне сказал прямо, говорит, это мы поставили Ельцина, это наша страна, и вы будете делать то, что мы вам скажем. Они мне представили список требований, включая согласование с ними всех решений, включая кадровое назначение в министерстве. Без них ни шагу и так далее, и так далее. Я спросил, говорю, а что будет, если я не сделаю? Тогда ты не будешь министром финансов. Вот и все. Так оно и вышло, в конце концов. Лившица на посту министра финансов сменил Анатолий Чубайс. Конечно же, объем власти, который был у Березовского лично и в целом у сообщества из 7 крупнейших бизнес-лидеров, был колоссальный и избыточный. Скажем, ключевые кадровые решения правительства, по крайней мере при Черномырдине, часто проходили через особняк Логоваза. У них свободный вход в Кремль по спецпропускам за подписью Валентина Юмашева. И вдруг звонок, и мне говорит Татьяна Борисовна, а вы это решение согласовали с ребятами? Я говорю, с какими ребятами? Телефоны, адреса, явки, с какими ребятами? Там Борис Абрамович, там Владимир Александрович. Я говорю, вы что, сумасшедшие, что ли? Я говорю, я что с ними? Кто они такие? В итоге ты ничего не понимаешь. Ну что, похоже это на демократию, ради которой подделывали выборы в 96-м. Но была в этой истории очень интересная оптическая иллюзия. Казалось, что вся страна знает главных героев.
Самый одиозный из них, Березовский, прямо как в художественной пьесе, с самого начала обозначил ключевых персонажей. Он дал развернутые комментарии для газеты Financial Times и прямо перечислил: страной управляют 7 олигархов, группа 7, как здесь написано: Березовский, Гусинский, Потанин, Ходорковский, Авен, Фридман, Смоленский. Все выучили эти имена. Их стали называть семибанкирщиной, и именно они, эти люди, оказались символами эпохи. В то время как главным олигархом, главным спонсором семьи был совершенно другой человек, которого в этом списке нет. Роман Абрамович. О том, что такой человек вообще существует, широкой публике стало известно году в 99-м, не раньше. К тому времени он уже много лет был ближайшим другом Юмашева и Дьяченко, человеком с самым большим влиянием в Кремле. Но в отличие от невылезающего из телевизора Березовского, было неизвестно даже, как Абрамович выглядит. Он обладает сверхъестественной способностью не попадать в объективы теле- и фотокамер. Ни одна редакция в Москве не может похвастаться тем, что обладает сколько-нибудь четким портретом этого человека. Абрамович выбрал лучшую стратегию из возможных. Он был самым тихим, самым незаметным, самым непритязательным и самым исполнительным. Очень постепенно, незаметно для окружающих, он сблизился с семьей гораздо больше, чем шумный и скандальный Березовский. Немцов рассказывает, что впервые увидел Абрамовича на даче у дочери президента. Он бегал и суетился, готовил шашлыки и подливал всем вина. Татьяна сказала Немцову, что вот, знакомьтесь, это Роман Абрамович, и он умеет дружить. Сейчас уже существует множество свидетельств о том, как были устроены их отношения. Немцов пишет про то, что Абрамович взял Дьяченко и Юмашева в плотное кольцо. Рассказывает, как Абрамович приходил к нему и требовал назначить директором госкомпании нужного ему человека. В 1999-м Wall Street Journal писал о том, что американские правоохранители обнаружили 2 секретных счета тогдашнего мужа Татьяны, Леонида Дьяченко, на Каймановых островах. На них лежало 2 с лишним миллиона долларов. Часть этих денег поступила от швейцарской компании «Руником». Тогда было точно неизвестно, чья она. А сейчас мы уже знаем. Это компания Абрамовича. В 1999 году олигарх Абрамович, а ему было тогда всего 32 года, уже напрямую участвует в формировании правительства. Эту историю подробно рассказывает в интервью, вот для этой книги британских журналистов, главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Летом 1999-го он был в Кремле и встретил там несколько высокопоставленных чиновников, которые ждали собеседований на должности министра. Когда он спросил, с кем эти собеседования, те сказали, что с Абрамовичем. Несколько лет спустя Венедиктов даже уточнил у Абрамовича, что происходило в тот день в Кремле, с какой стати олигарх выбирал министров. Абрамович отшутился, сказал, что это были просто дружеские беседы. Речь идет об августе 1999-го. То есть Абрамович собеседовал кандидатов в первое правительство премьера Путина. Самое время вспомнить, откуда Путин, собственно, взялся. В августе 1996 года, через 2 месяца после выборов в Петербурге, которые Путин с Собчаком, по собственным словам, продул, безработному Путину все же улыбается удача. В принципе, я никуда не хотел ехать из Петербурга, из Ленинграда. Я коренной ленинградец, петербуржец. Это моя среда обитания. У меня желания не было никуда переезжать. Ну, так сложилось. Его бывшие коллеги по мэрии, Чубайс и Кудрин, помогают ему найти новое место работы в Москве. Первый вариант – в пресс-службе администрации президента. Путину предложение совсем не по душе, да и отговаривает жена. У нее есть 2 весомых аргумента. Во-первых, они только что получили собственную 140-метровую квартиру на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Тоже прекрасный вопрос, откуда она взялась. И, как Людмила рассказывает в интервью до этой книги, они даже толком не успели в ней пожить. А во-вторых, тут нам понадобится другая книга. Своей подруге Людмила Путина жаловалась, что должность предложенная бросовая, и там нет никакой возможности дополнительного заработка. Через старых знакомых нашелся другой вариант – правовая работа в управлении делами президента. Вот то, что меня берут в управление делами, это прежде всего, в общем-то, инициатива управляющей делами президента Павла Павловича Бородина. Я, откровенно говоря, даже несколько был удивлен его таким добрым отношением ко мне.
По поводу удивления Путин, конечно же, лукавит. За Пал Палычем Бородиным, так уж вышло, был должок. В 1995-м у Бородина заболела дочь. Она жила в Петербурге. Якобы Путин помог с ее лечением. Я говорю: Владимир Ильич, вот я управляющий делами, такая ситуация, там дочь у меня заболела. Если можно, помогите, пожалуйста. Он говорит: ну, папа, нет проблем. Он помогал, там, дочери машину давал, там, и лечил, там, и так далее. В общем, вел себя сверхпорядочно. Не потому, что я управляющий делами, а просто он очень порядочный человек. Но есть и другая версия событий. Почему Бородин так старался пристроить Путина? По-моему, более правдоподобная. В свое время муж его дочери сбил кого-то на машине в Ленинграде. Будучи Путин решил в состоянии алкогольного опьянения. Сбил зять на машине. Да, зять сбил, позвонили Собчаку. Собчак, естественно, поручил Путину. Говорит: слушай, реши там. Путин решил вопрос. Да. Путин проработал в управлении делами президента всего 7 месяцев. Работа была скучной, ему совершенно не нравилось. В марте 97-го еще года не прошло с переезда. Глава администрации президента Валентин Юмашев назначает Путина своим замом, главой контрольного управления. Они были не знакомы до этого, Путина взяли по рекомендации. Ту характеристику, которую мне давал Чубайс Владимиру Владимировичу, что это совершенно блестящий чиновник, на которого ты можешь положиться, и я уверен, что ты будешь доволен его работой. Путин вообще на каждой должности работал очень мало. Работа в контрольном управлении – самая продолжительная работа Путина за всю его карьеру в Москве до президентства. Там он задержался на 14 месяцев. Чем занимался? Бог знает. Его начальник рассказывает, что там особо нечего было делать, но Путин, тем не менее, его очень впечатлил. Из замов он выделялся, он блестяще формулировал, абсолютно точно. Хотя контрольное управление достаточно смешное управление, там нечего и сильно много делать. Путину и эта должность не нравилась. Настолько, что он несколько раз пытался уволиться. Он просил Юмашева его отпустить. Очень просил. К концу мая 1998 года Юмашев повышает Путина до первого заместителя главы администрации президента, то есть номера 2 после себя. В новой должности Путин курирует регионы, выстраивает отношения с губернаторами и сопровождает Ельцина в поездках. И якобы именно эта должность все и решила. Дала Ельцину шанс присмотреться к Путину поближе и осознать, что вот он, преемник. Замечательная версия, но неправдоподобная. Особенно учитывая, что Путин занимал эту должность ровно 60 дней. Что, простите, можно понять за пару совместных поездок? Как можно выбрать человека преемником, отдать ему страну, зная его 60 дней? 25 июля 1998 года Путина, опять же с подачи Юмашева, назначают на должность, которая ему наконец-то нравится. Он становится директором ФСБ. Для меня возвращение на работу в органы безопасности – это возвращение в свой родной дом. И в ФСБ Путин проработает тоже всего год. В августе 1999-го Ельцин объявит, что Путин – новый премьер-министр, ну и преемник. Это секретарь Совета Безопасности, директор ФСБ России Владимир Владимирович Путин. Я прочитала тысячи страниц воспоминаний участников этих событий. Посмотрела десятки часов интервью в попытке понять, как это вообще могло произойти. Чем их Путин так впечатлил за такое короткое время? Каких успехов он добился, учитывая, как мало он работал на каждой должности? И как он изначально мог быть принят на работу в управление делами? Потом в администрацию президента, потом в ФСБ, потом в правительство, будучи сам напрямую замешанным в преступлениях. Почему ни на одном этапе никто это не проверил? Об этом писали в газетах, были депутатские расследования, целые доклады про Путина, лично обвинявшие его в мошенничестве и в связях с оргпреступностью. Это невозможно было не заметить. Это можно было только проигнорировать. Я сразу заметил абсолютно
блестящую работу Путина. Очень точно формулировал. Путин абсолютно точно формулировал какие-то вещи. Он прекрасно формулирует, блестяще формулирует. Абсолютно точно формулировал. Формулировал очень точно. Путин блестящий. Он блестящий чиновник, блестящий кандидат, блестяще себя вел с людьми. Все, это база. Путин мог быть сколько угодно блестящим. Возможно, он действительно был обязателен и исполнителен и грамотно оформлял документы. Но таких же нормальных исполнительных сотрудников рядом с ним работали тысячи. Многие из которых наверняка были более выдающимися. Но выбор пал на Путина. Его стремительно двигали вверх, давали должности, для которых ему объективно не хватало ни опыта, ни знаний, ни репутации, ни заслуг. И может, наверное, показаться, что это дурацкое стечение обстоятельств. Но это не так. Решающее впечатление Путин произвел на Юмашева и Ельцина в ноябре 1997 года, когда он тайно вывез из страны своего бывшего начальника Анатолия Собчака, которого вот-вот собирались посадить. 3 октября 1997 года Собчака увозят на допрос по нескольким делам, которые возбуждены против него, в том числе в связи с расширенной квартирой на Мойке. Его сажают в машину и отвозят в отделение милиции, где ему становится плохо с сердцем. Собчака госпитализируют, он дает интервью прямо с больничной койки. Стоит автобус с ОМОНом. Так вот, 10-2 сотрудников на оперативной службы в кожаных куртках вокруг все это окружили. Я говорю, вы могли бы прислать ко мне повестку домой? А потом он исчезает. Находят его в начале ноября в Париже, куда его вывезли частным медицинским самолетом на операцию. Как Собчака выпустили из страны те же самые люди, которые пытались его посадить, остается загадкой. По официальной версии, все очень удачно провернула жена Собчака. Это было довольно сложно. Я вспомнила все детективные романы, которые я когда-либо читала, и поняла, что только в условиях абсолютной конспирации я могу это осуществить. Пришлось заказывать санитарный самолет, и я поразилась тогда тому, как это легко делается. Там, за границей, это делается как заказ, как такси, оформляется, вносятся деньги и прочее. Я послала доверенного мне человека в Хельсинки, он заказал там самолет, друзья там заплатили деньги в долг, как бы, и вот... Это дорого стоит? Да, очень дорого, но... То есть вы сейчас в долгах? Да сейчас, в общем, ждем гонораров, чтобы рассчитаться. Это интервью 1998 года. Ровно через 20 лет, в 2018-м, выйдет фильм Ксении Собчак с эксклюзивным интервью Владимира Путина, где он признается, что всю эту операцию по тайному вывозу Собчака сделал он. Из чистого благородства, потому что он точно знал, что Собчак невиновен. Но я не просто был уверен, я знал. Я просто наверняка знал на 100%, что он невиновен. Там целый блокбастер. Сначала Путин объясняется со своим начальником Юмашевым, что он пропадет на несколько дней и, если что, просит себя уволить. Он, судя по всему, и был тем самым доверенным человеком Нарусовой, который ездил в Финляндию. Человеком, который оплатил самолет Собчаку. Как выяснилось, был ближайший друг Путина Геннадий Тимченко, как раз живущий в Финляндии. Дальше Путин и Нарусова планируют операцию прикрытия. 5 ноября, день рождения Ксении Собчак, ей исполняется 16, и Нарусова специально по телефону приглашает кучу гостей, чтобы казалось, что будет большое празднование в Петербурге. В это время в больнице Собчак договаривается с лечащим врачом о том, что его надо выписать, сопроводив солидной стопкой диагнозов. Потом Нарусовой нужно как-то связаться с французами, чтобы их встретили. На Большой Морской есть агентство Air France, там есть прямые телефоны в Париж, но зайти туда при слежке и наружке и прочее трудно, поэтому я захожу в магазин Трусардик, беру с вешалок разные платья, иду в дальнюю примерочную, как бы их мерить, сама выхожу из задней двери во внутренний дворик, который совмещен с внутренним двориком Air France, захожу туда, спрашиваю определенного сотрудника, девушку, она дает мне доступ к этому телефону. Я считаю, что это один из тех эпизодов, на которые Борис Николаевич обратил внимание, которые в конце концов привели к тому, что Борис Николаевич сделал выбор в сторону Владимира Владимировича Путина. Владимир Борисович после небольшой паузы посмотрел и говорит, правильно сделал.
Через пару лет Собчак вернулся в Россию и заявил о своих политических амбициях. В начале 2000 года он даже стал доверенным лицом кандидата в президенты Путина. И через несколько недель, во время одной из предвыборных поездок, умер более чем загадочной смертью в гостиничном номере в Калининграде. Анатолий Александрович Собчак был одним из самых ярких политиков современной России. Во всей этой истории меня особенно сильно удивляет лишь один момент. Как такое количество людей, как все эти Ельцины, Чубайсы, Юмашевы могли увидеть в этой эвакуации Собчака хоть что-то героическое? Путин спасал себя. Это не рыцарский жест, это действие подельника, человека, который связан с каждым из дел, возбужденных против Собчака. Он его подчиненный, он подписывал документы, он точно так же получал квартиры, брал взятки у питерских бандитов. Путин просто отчаянно пытался не сесть вместе с Собчаком. Но каждый в этом поступке увидел то, что хотел увидеть. Кремлевская элита увидела в нем сладкую надежду. Если придут за ними, Путин их тоже спасет. Главной задачей, которая стояла перед семьей с самого начала второго ельцинского срока, был поиск преемника. Кого-то, кому можно будет передать власть в 2000 году. За 3 года он так и не был найден. Премьер-министры сменяли друг друга с поразительной скоростью. Чем дальше, тем быстрее. Черномырдин продержался до 1998 года. Кириенко был главой правительства 5 месяцев, Примаков 8, Степашин после него меньше 3. Миллионы людей вглядывались в новое лицо по телевизору и думали: он? Ну теперь-то, наверное, точно он. Вот это будущий президент? Или все-таки Лужков? Или Немцов? В 1999 году дела семьи шли из рук вон плохо. Последствия дефолта, постоянные смены правительства. Госдума пытается объявить Ельцину импичмент. Олигархи теперь тоже по разные стороны баррикад. Березовский и Абрамович с семьей. А на НТВ Гусинского обсуждают коррупцию семьи Ельцина лично. Через подставные компании, в некотором части специально для этого организованные, отмывались огромные суммы денег, которые похищались из кармана российского налогоплательщика, из казны. И эти деньги заполняли карманы ельцинского клана. На Кутузовском проспекте вешают билборды с фотографией Абрамовича. Рома думает о семье, семья думает о Роме, с намеком на то, что олигарх спонсирует президентскую семью. Сам Ельцин в своих редких публичных выступлениях выглядит глубоко невменяемым. На заседании оргкомитета необходимо определить не так все. Степашин первый зам. Главный коррупционный скандал – это дело Мобитекс. Генпрокурор Юрий Скуратов возбуждает уголовное дело по факту злоупотребления должностных лиц управления делами президента при заключении контрактов на реконструкцию Кремля. Скуратов утверждает, что во время ремонта Кремля подрядчик, швейцарская фирма Mobitex, платила российским чиновникам откаты. Главе управления делами Павлу Павловичу Бородину 300 миллионов. Я еще стырил 10. И семье Ельцина находятся иностранные кредитные карты, которые Mobitex выпускал на имена членов семьи Ельцина, из которых они тратили деньги за границей. Ситуация реально выглядит хуже некуда. Официальное расследование начинается в Швейцарии. Генеральный прокурор при поддержке премьера Примакова идет в прямую атаку на Ельцина. Никакой компанейщины в деле борьбы с коррупцией не приемлю. Решение находится неординарное. Да. Вы уже в душе были? Это кадры скрытой съемки генпрокурора Скуратова с проститутками. Их показали по федеральному телевидению. Директор ФСБ Владимир Путин лично выступает с подтверждением, что да, на пленке именно генеральный прокурор. Мое мнение по этому вопросу известно. Оно соответствует мнению президента и премьер-министра страны. Юрий Ильич должен уйти в отставку. Отставка вскоре происходит. Таким образом, главная ельцинская проблема оперативно и эффективно решена. Прямо как когда-то с Собчаком. Дело в том, что Путин был глубоко вовлечен в дело Скуратова. Но вот это дело расследовал Путин.
по-моему, сильно понравился президенту Ельцину. И, наверное, они тогда на него обратили пристальное внимание. Летом 99-го семья это решение уже активно обкатывала. Журналистка Ксения Пономарева, бывшая гендиректор ОРТ, рассказывала, что в июне 99-го случайно оказалась в одном самолете с дочерью Ельцина. Обсуждали политику. Как вам Путин? Я говорю, Путин. Какой Путин? А он уже к этому времени был председателем ФСБ, если я правильно помню. Я говорю, да ладно, ну что вы, Таня, какой вообще Путин? Похожую историю рассказывает Игорь Малашенко. Тогда он был гендиректором НТВ, и семье была очень нужна их медийная поддержка. Ну, как в 96-м. Юмашев и Татьяна Дьяченко начали выспрашивать Малашенко на тему того, как ему Путин в качестве преемника. Мол, парень он хороший, Ельцину очень нравится. На резонное возражение Малашенко, что Путин из КГБ, а следовательно доверие ему ноль, Таня и Валя ответили, что он Собчака не сдал и нас не сдаст тоже. Малашенко все-таки согласился с Путиным познакомиться. Петр Авен организовал у себя на даче ужин, пригласил Малашенко с женой и Путина с двумя дочерьми, Катей и Машей. Малашенко рассказывал, что весь вечер Путин был незаметен, не поддерживал разговор, ничего не спрашивал, а только коротко и односложно отвечал на вопросы, если их задавали ему. Но был единственный раз, когда Путин заговорил сам. Из Лондона позвонила дочь Малашенко, она только что приземлилась в Хитроу. Ее должна была встретить школьная машина, но она не приехала. Дочь спрашивала, что делать. Решили, что надо просто найти в аэропорту стоянку официального черного такси и доехать на нем. Путину это очень не понравилось. И он сказал моей жене: знаете, вы дали очень плохой совет вашей дочери. Вы не должны говорить дочери, чтобы она взяла случайное такси. Вы не можете быть уверены, что это такси. Моя жена сказала: послушайте, мы говорим про Лондон. Там есть большие черные машины с табличками «такси». Невозможно ошибиться. Он ответил: это не важно. Вы никогда не можете знать наверняка, что это настоящее такси. Путинский менталитет КГБшника и абсолютное отсутствие харизмы произвели на Малашенко ужасное впечатление. Возглавляемый им НТВ не поддержал Путина на выборах, что стоило каналу существования. Сразу после инаугурации Путина в 2000-м на НТВ обыски. Гусинского ненадолго арестовывают. К 2001 году тот старый НТВ будет полностью разгромлен и захвачен государственным «Газпромом». На сегодняшнем собрании акционеров, который журналисты НТВ считают незаконным, был избран новый состав Совета директоров, в основном из представителей «Газпрома», а затем объявлено о замене руководства телекомпании НТВ. Новым директором назначили, кстати, Альфреда Кофа, организатора залоговых аукционов. Я был избран председателем Совета директоров. У нас появилась реальная возможность спасти компанию. Борис Березовский был тоже посвящен выбору семьи и поддерживал его. В конце июля он летит во французский Биарриц, где Путин отдыхает с семьей. Ну а где еще отдыхать директору ФСБ? Березовский уговаривает Путина согласиться стать преемником. И мы там с ним день проговорили на эту тему. И в конечном счете Путин сказал, что он согласен. 5 августа 1999 уже в Москве предложение стать премьером и преемником Путину делает Ельцин. Путин сначала отказывается под предлогом того, что политика – это не для него. Но потом Путин все-таки соглашается. Садиться не буду, чтобы не засидеться, да, Николай Емельянович? Утром я был у президента, он подписал указ о моей отставке, поблагодарил за хорошую работу и отправил в отставку. Исполняющим обязанности назначен Владимир Владимирович Путин. Перед семьей встает главный вопрос. Как теперь избрать президентом человека с нулевым рейтингом? Но он перед ними встает не впервые. С момента назначения Путин не сходит с экранов телевизоров. Уже через несколько дней он в Дагестане, регионе, который только что был почти захвачен боевиками. А вы должны знать, что Дагестан есть, был и будет составной частью Российской Федерации. 31 августа в Москве теракт в торговом центре «Охотный ряд». 4 сентября в Буйнакске 64 человека погибли. Через 4 дня, 8-го, на улице Гурьянова в Москве взрывают жилой дом. 109 погибших. 13 сентября – день траура и новый теракт.
взорван дом на Каширке. Потом теракт в Волгодонске, потом инцидент с мешками из-под сахара в Рязани, то ли учение, то ли случайно предотвращенный взрыв. Сверхмутная, недорасследованная история, которая связывает теракты с сотрудниками ФСБ. Это было учение, там был сахар. Взрывчатого вещества не было. Это время я помню уже достаточно неплохо. Это был абсолютно леденящий ужас, в который погрузилась вся страна. И Путин, преемник, сильная рука, лидер – с экранов телевизоров обещает положить всему этому конец. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. Но не все так гладко у Путина. Вопрос его президентства был, мягко скажем, открытым. Премьеры тогда сменялись по несколько раз в год. Быть может, и Путин очередной сменщик. Гарантий, что он выиграет выборы в 2000-м, вообще не было. Да, Путина прославляют по ОРТ. Но по НТВ и московским каналам прославляют совершенно других людей. Избирательный блок премьера Примакова и мэра Москвы Лужкова. Отечество – вся Россия. Отечество – вся Россия. Верьте только делам. Он создан специально под парламентские выборы 1999 года, и у него есть все шансы победить. Во-первых, Примаков гораздо популярнее Ельцина, и уж тем более Путина. Примаков ассоциируется со стабильностью, выходом из кризиса и точно такой же сильной рукой. Он был назначен премьером после дефолта правительства Кириенко летом 1998 года. Примакову за полгода удалось эту ситуацию, насколько это возможно, стабилизировать. Во-вторых, аппаратный вес. Примаков не человек из ниоткуда, как Путин. За его плечами десятилетия госслужбы, должности министра иностранных дел и главы службы внешней разведки. Да и Лужков тоже главный хозяйственник страны, мэр столицы, в распоряжении которого гигантские бюджеты. Это при нем так преобразилась Москва. Юрий Лужков, проверено делом. Отечество – вся Россия. Верьте только делам. И кроме этого, к их блоку присоединились почти все губернаторы, в том числе самые весомые. Президент Татарстана Шаймиев, Башкортостана Рахимов, глава Ингушетии Аушев, губернатор Яковлев, выигравший у Собчака в Питере. Все решат думские выборы в декабре 1999-го. Если Отечество, вся Россия на них победит, то гарантированно значит, что в 2000-м Примаков выиграет и президентские, не оставив преемнику Ельцина никаких шансов. Казнокрады и коррупционеры боятся нас. Мы ударим по рукам взяточников. Мы возродим страну. 19 декабря выбирай 19 номер. В первый день нового 2024 года, прямо с утра, 1 января, Владимир Путин поехал в военный центральный госпиталь имени Вишневского в Красногорске. Он осмотрел центр реабилитации, зал лечебной гимнастики и водолечебницу, а также встретился с ранеными в Украине солдатами. Встречи с чиновниками здесь проходят регулярно. 9 солдат, 8 из них без ног, 1 без рук, и им вручают ордена. Когда это делает лично Путин, ему подбирают раненых чуть более презентабельных, без оторванных конечностей. Служу России. Военный госпиталь Вишневского, который теперь часто мелькает в сюжетах об искалеченных бойцах, которых Путин отправил воевать, на самом деле для его карьеры место очень особенное и символичное. 25 лет назад здесь, в Генеральской палате, лежал Борис Березовский с желтухой. Болел он сильно, температура под 40, капельницы. И вот в таком состоянии его озаряет. Чтобы Путин победил на президентских выборах, ему нужна партия. В противовес Примаковско-Лужковскому «Отечеству, вся Россия». Называться партия будет «Единство», а на логотипе медведь. Если возьмете по две первые буквы медведь межрегиональный, движение, единство, едь, да? Я еду к нему, он с гепатитом лежит в госпитале Вишневского на Новой Риге. Иду по коридору, у него генеральский люкс, справа сидит Миша Леонтьев, строчит что-то от руки, строчит. Миша Леонтьев пишет программу партии Путина. Боря, мы всех оттрахаем, кричит он. Я говорю, капельницу поменять. Ты что-то буянишь, у него гепатит, он под капельницей. Я говорю, ты мне веришь? Я говорю, ни одному слову. Он говорит, единство. Я говорю, говно. Если объективно, идея была великолепная. Это, наверное, самый большой вклад в карьеру Путина, последняя, прямо огромная заслуга лично Березовского. Как бы тут особенно никто и не пытается
оспаривать то, что это идея, которую выдвинул я, и название самого я предложила «Единство». Об этих событиях теперь вспоминать не принято. Это достаточно неприятный для Путина эпизод. Но вот как так? Его партию власти, Единую Россию, а именно в нее очень скоро превратилось единство, придумал Березовский. Он же полностью организовал ее, оплатил деньгами Абрамовича, как обычно, и привел к победе на выборах в 99-м. Но без этой победы Путин не стал бы президентом. В 99-м году на выборах в парламенте они просто разбежались все. Ведь по существу остались на сцене два олигарха. Гусинский, который поддерживал Примакова и Лужкова, и ваш покорный слуга, который поддерживал Путина. Все остальные просто отошли и решили, мы подождем, когда выбор произойдет, а потом уже вылежим любому из них. Да? У единства не было никакой идеологии или программы. Чистая политтехнология. Лидерами единства Березовский выбирает случайных людей. В первую очередь главу МЧС Сергея Шойгу. Он хоть и не публичный министр, но у него очень хороший и приятный образ спасателя. Россию нужно спасти. Мы сами спасем свою страну. Вторая сцена, это он лежит. Придумай мне бабу, придумай мне бабу. Первый Путин, второй Шойгу, придумай бабу. Баба третья в списке, придумай бабу. Я говорю, давай, может, эту солдатскую матерь захреначим. А что мы это? Нормально будет? Бабы не нашли, зато договорились со знаменитым борцом, олимпийским чемпионом Александром Карелиным. Он, видимо, символизировал силу. Россия должна быть сильной. Сильная страна та, которая может обеспечить своим гражданам достойную жизнь. И мы хотим жить в такой стране. Другим лицом партии стал отставной генерал-лейтенант милиции Гуров, прославившийся своей борьбой с оргпреступностью. Ну вот, собственно говоря, и все. Показали потом этих троих на фоне березок. Написали, что настало время жить по-людски. А сверху, посмотрите, уже такой знакомый логотип Мишка, правда, еще бурый. Вот лично я, как гражданин, буду голосовать за единство. Победа единства была обеспечена старым и проверенным способом. Одно из важнейших событий в высших эшелонах власти – это новая попытка капитуляции блока Отечества минус вся Россия перед премьером Путиным. Журналист Сергей Доренко выпустил 15 новостных выпусков. Он называл их 15 серебряных пуль, уничтоживших Примакова и Лужкова. Семья Лужкова получает денежки от широко известной фирмы «Мобетекс». На берегу пруда стоит огромный особняк. Это дом приемов. Там сауна и всякие развлечения для гостей мэра. Лужков, как известно, лечится в Австрии, а Примаков в Швейцарии. Мы отправились в Швейцарию, в клинику, где рассказывают об операции, которую Евгений Максимович недавно сделал на тазобедренном суставе. Объятия лидеров УВР – это объятия, от которых чрезвычайно трудно отмыться. От рейтинга Примакова, который в августе был в районе 30%, статус преемника прям уже маячил перед ним. Не осталось почти ничего. Единство, которому пророчили 10% поддержки максимум на выборах в Госдуму в декабре, набрало больше 23. Почти столько же, сколько коммунисты. Триумф партии Путина. Лужков с Примаковым набрали только 13%. Этот политический сезон окончен. Страна погружается в новогодние праздники. Но ненадолго. Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам как президент России. Я ухожу. Эта идея обсуждалась между Валей Юмашевым и мной еще осенью. Просто обсуждалось. Да? Оно полностью было реализовано Юмашевым. И день 31 придумал Юмашев, все остальное придумал Юмашев. И, собственно, самое главное, что уговорил Бориса Николаевича поступить. 30 декабря Валентин Юмашев приносит Ельцину текст прощального новогоднего обращения. Ельцин сначала думает внести правки, но потом решает, что и так хорошо. Я хочу попросить у вас прощения. Речь и правда хорошая. Только в ней есть одна очень большая ошибка. Главное дело в своей жизни я сделал. Россия уже никогда
не вернется в прошлое. Россия всегда теперь будет двигаться только вперед. Главное дело жизни сделано не было. Россия оказалась в прошлом на самых страшных его страницах и гораздо быстрее, чем кто-либо мог представить. И привел ее туда один конкретный человек. Человек, которого на этой должности вообще не должно было оказаться. Я подписал указ о возложении обязанностей президента России на председателя правительства Владимира Владимировича Путина. Это пост Татьяны Дьяченко. Точнее, Татьяны Юмашевой уже. Они с Валентином поженились в 2001 году. Написан в 2009. У нее тогда был ЖЖ и желание оправдаться. Пост называется «Почему Владимир Владимирович Путин?». Это очень важный текст от непосредственного участника событий, который принимал решение. Здесь должны быть ответы на все вопросы. Татьяна просит представить себя президентом весной 1999 года. Президентом, выбирающим преемника. Дальше перечисление. Примаков не подходит. Слишком жесткий и обещает посадки. Черномырдин не может выиграть выборы. Лужков – предатель. Явлинский и Гайдар хорошие, но выборы тоже не выиграют. Немцов – у него нету шансов. И Путин. Вам нравились его содержательные доклады, его аргументации, его спокойный, сдержанный подход к острым проблемам, которые тут и там возникали в регионах страны. Вы не могли не ценить, как он достойно повел себя, когда на его учителя, первого мэра Петербурга Анатолия Собчака, произошла атака с фабрикованными уголовными делами. Вас совсем не смущает его прошлая работа в КГБ. Наоборот, в советское время образ разведчика всегда был светлым образом. Вы решаете, что он главный кандидат. Он поведет страну демократическим курсом. Он за рыночные реформы. Он с сильным характером. Он продолжит движение России вперед. Да, сейчас его никто не знает, но вы уверены в том, что его обаяние и его внутреннюю силу сразу почувствуют люди. Вы только продолжайте еще думать и анализировать, Путин или не Путин. А потом все-таки решайте. Путин. Вот и все, собственно, понимаете? Я вчитываюсь в этот текст в надежде найти какое-то понятное объяснение, а там ничего, кроме того, что Путин хорошо делал доклады и спас от посадки своего начальника Собчака. Я вчитываюсь в мемуары Ельцина, которые на самом деле мемуары Юмашева, подписанные чужим именем. И ищу ответ на элементарный вопрос. Что ими руководило? Как они могли? Почему распорядились властью, свалившихся на них случайно и незаслуженно? Именно так. Зачем придумали олигархов? Зачем раздали им богатство? Зачем изобрели оболванивающую пропаганду и подделку выборов? Почему они, эти несколько демократов и реформаторов и олигархов, презирающих мнение обычных людей, решили, что знают лучше, как жить? Вы один из немногих, кто не считает себя хотя бы частично ответственным или, наоборот, раскаявшимся за то, что вот сделал вот то, да, что потом привело к нас... Прям категорически не раскаивающийся. Вот прям совсем. Я считаю, что вот этот результат Путина, что большинство продолжает его поддерживать, говорит о том, насколько Путин подходит нашей прекрасной России. Я лояльный Путину человек и отношусь к нему с симпатией. Как видите, сожалений никаких. Раскаяний тоже. В просторных, светлых залах Ельцин-центра расскажут их переписанную версию событий. О борцах за свободу, о патриотах, о демократах, которые спасли страну от катастрофы. Подменяя то, кем они являются на самом деле – творцами исторического преступления. Людьми, которые своими поступками и решениями обесценили и исказили настоящие демократические ценности и предали надежды миллионов людей. Теми людьми, у которых был шанс сделать Россию нормальной, богатой, европейской страной, но которые обменяли этот шанс на личную выгоду. Людьми, которые своими руками вручили власть случайному проходимцу,
в обмен на личные гарантии и безопасность. Людьми, заложившими фундамент, на котором расцвел бандитско-чекистский режим Путина. Путина неотделимого от них и их по-настоящему лихих 90-х. Вот уже 10 лет каждую зиму Борис Ельцин-младший, внук первого президента, фотографирует один и тот же вид. Это остров Сен-Бартолеми или Сан-Барт. Остров миллиардеров, как его называют, французская заморская территория в Карибском бассейне. Он приезжает сюда встречать каждый Новый год. Вместо курантов и телеобращений Путина он слушает Пола Маккартни, Принца и Red Hot Chili Peppers, которые дают частные концерты прямо на вилле, где он остановился. Борис Ельцин-младший гостит у Романа Абрамовича. Это их семейная традиция встречать Новый год на вилле у олигарха, на острове миллиардеров. Вместе с ним его мама Татьяна, его отчим Валентин Юмашев, их общая дочь, которая родилась в Лондоне в 2002 году. Маша Юмашева. Частные самолеты, яхты, отдых на пляже в компании приятных людей. Вот Татьяна, вот Абрамович, вот в синих трусах Юмашев. В полосатых плавках это Владимир Познер. Здесь так хорошо, что Таня и Валя, уж не знаю, можно ли их так еще называть, перестали останавливаться у Абрамовича в гостях и купили в 2020 году на Сан-Барте собственную виллу. Дорогое удовольствие – 14,5 миллионов евро. Прошло 30 лет, а семья, с большой буквы, по-прежнему неразлучна. Как там было написано на билборде? Рома думает о семье, семья думает о Роме. Никакого конца эпохи в 2000-м не произошло. Никуда они не делись, не исчезли после отставки Ельцина. Короткая пятилетка их публичной власти в 90-е оказалась всего лишь преамбулой к вечному Путину. А мафия оказалась действительно бессмертной. И главный мафиози Владимир Путин не забывает про тех, кому обязан всем. Он заезжает в гости с цветами и подарками поздравить с днем рождения Татьяну Юмашеву. Валентин Юмашев с первого дня правления Путина его официальный советник. В последний раз переназначен в 2018 году. Должность эта неоплачиваемая. Но семье Ельцина на много-много поколений вперед не понадобится работать ни дня. Они находятся на полном содержании. Юмашеву дают деньги олигархи. Он получает деньги как советник Абрамовича, как советник банкира Костина в ВТБ. Ему за некую услугу платил $6 миллионов Алишер Усманов. Олигарх Евтушенков устроил его в совет директоров МТС. Да и сами Таня и Валя стали фактически членами семьи олигарха. Дочь Юмашева от первого брака, Полина, вышла замуж за Олега Дерипаску. Он подарил тестю и теще дом на Рублевке за $20 миллионов и акции его компании ИН+, чтобы те получали дивиденды. Человека, благодаря которому все это стало возможным, от избрания Ельцина до избрания Путина, давно нет. 11 лет назад Борис Березовский умер. Его нашли повешенным на шарфе у себя в ванной в особняке в графстве Беркшир. Последние 10 лет своей жизни он отчаянно воевал с Путиным, которого, по собственным словам, и породил. У Березовского отобрали все, как только Путин пришел к власти. Сибнефть осталась у Абрамовича. ОРТ, Первый канал, тоже отдали Абрамовичу, а потом постепенно он передал его Ковальчукам, национальной медиагруппы, которые, в свою очередь, обеспечили полный контроль Путина над телевидением. Газета «Коммерсант», которая тоже принадлежала Березовскому, отошла олигарху Алишеру Усманову. Когда-то главная газета страны, теперь тоже подконтрольна Кремлю. А тот знаменитый суд в Лондоне с Абрамовичем Березовский проиграл, что сделало его фактически банкротом. В 2008 году неожиданно умер главный партнер Березовского Бадри Петракацишвили. Он скончался вроде бы от сердечного приступа в своем особняке в Англии. В 2018 году в Лондоне нашли тело и второго важного партнера Березовского Николая Глушкова. Это бывший топ-менеджер Логоваза, АвтоВАЗа, Аэрофлота, член совета директоров ОРТ,
Глушкова задушили собачьим поводком. Рядом с его телом нашли стремянку. Следствие пришло к выводу, что кто-то пытался инсценировать самоубийство. Повешение, как у Березовского. Но прокололись. Стремянка в таких случаях обычно падает, но нашли ее в вертикальном положении. Экспертиза показала, что Глушкова на самом деле кто-то задушил сзади, проникнув к нему в дом. Людей, которые знают, помнят и готовы рассказать о всех событиях, о реальной роли Березовского, так или иначе, почти не осталось. Более чем странное стечение обстоятельств, скажем честно. Как к этому относятся те, кто живы? Прекрасный вопрос. Может быть, об этих подозрительных смертях думают и Таня с Валей. Долгими семейными вечерами. Ведь их дочь Маша Юмашева, так уж причудливо сложилась судьба, уже давно встречается с сыном Березовского, Глебом Березовским. Вместе они проводят много времени в том самом доме в графстве Беркшир, где в ванной на 2-м этаже и нашли тело Березовского. Между собой они общаются по-английски. Оба с рождения живут за границей. Глеб Березовский – гражданин Великобритании, Маша Юмашева – Австрии. Собственно говоря, как и ее родители, Татьяна и Валентин Юмашевы. Как сообщают местные СМИ, около 15 лет назад они обзавелись австрийскими паспортами. Что касается других олигархов того времени, семьи банкирщины, судьба их сложилась по-разному, в зависимости от того, как они относятся к Путину и на что готовы пойти. Александр Смоленский уехал в Австрию. Еще в 90-х он купил в Вене огромный особняк. Он полностью исчез из публичного поля. Неизвестно даже точно, жив он или нет. Ходорковский отсидел 10 лет в тюрьме, уехал в Лондон, и теперь он в оппозиции. В Лондоне до недавнего времени жили и Петр Авен, и Михаил Фридман. Они купили себе оба огромные поместья, получили иностранные паспорта и инвестировали уже не в советскую металлургию, а в развитую западную экономику. Но потом война, санкции, заморозка счетов. Поныв со страниц Financial Times о том, что стало невозможно платить за прислугу, Фридман вернулся в Россию. Авен, который всех со всеми перезнакомил, живет в Латвии. Он гражданин этой страны. Еще у него паспорт Люксембурга. Но сам он сожалеет о том, что связался с Западом. Инвестиции, говорит, были ошибкой. Интересная судьба и у Владимира Гусинского, бывшего владельца НТВ. Он, чудом оставшись на свободе, в начале 2000-х из России уехал. Живет в Израиле. Пишут, что с Путиным он помирился. Он отдал Кремлю НТВ, но ему разрешили продолжать зарабатывать. Издание «Проект» выяснило, что Гусинский до сих пор получает сотни миллионов долларов, продавая федеральным каналам сериалы про ментов. Ментовские войны, тайны следствия, улицы разбитых фонарей. Это все Гусинский. Заявленная Путиным борьба с олигархами, как видите, была очень выборочной. Путин уничтожал только тех, которые не хотели ему присягать. Вот Потанина взять. Он с самого начала поддерживал Путина. Выступал на форуме «Единой России», давал им деньги. Сегодня его Норникель спонсирует главное хобби дочери Путина, Катерины Тихоновой – Федерацию акробатического рок-н-ролла. Потанин оказался главным бенефициаром ухода западных компаний из России. Он выкупил у французской Société Générale ее страховые компании и Росбанк. Ему достался и банк Тинькофф. Как рассказывал сам Олег Тинькофф, Потанину свои акции он вынужденно продал за копейки – 3% от реальной стоимости. Абрамович уже на первом путинском сроке начал спонсировать и его. Подарил Путину первую суперяхту «Олимпию». Скидывался на дворец в Геленджике и даже купил для старой учительницы Путина квартиру в Израиле. Кроме ОРТ, он купил и долю в монополисте телерекламы Video International, а затем передал ее виолончелисту Ралдугину, другу детства Путина, которого он использует как свой кошелек. Абрамовичу теперь не нравится статус олигарха. Он филантроп, меценат, человек искусства, спонсирующий балет, театр и галереи. Его личную коллекцию картин, полотна Малевича, Пикассо и Мане оценивают в $1 миллиард. Но, конечно же, Абрамович не перестал быть олигархом. У него все еще есть доли в металлургической компании «Евраз», в Норникеле. Он зарабатывает и на продаже российского леса в Китай. Буквально за несколько дней до начала войны он, как знал, переписал большинство своих активов на детей. Санкции ему теперь не страшны.
Мне еще очень хочется упомянуть Чубайса, мгновенно присягнувшего Путину в 2000-х и верно проработавшего на него почти 25 лет. Он был главой РАО ЕС, спецпредставителем президента. Он возглавлял Роснано. Помните Роснано? Чубайс же был главным в стране по инновациям. Рассказывал, что вот-вот они совершат прорывные открытия и показывал Путину какие-то гибкие чудо-планшеты, не имеющие аналогов в мире. Под 500 миллиона рублей бюджетных денег влили в Роснано. Сейчас они на грани банкротства. Не сказав ни слова против войны или Путина, Чубайс тихонечко переехал в Израиль, оставив в России свое главное наследие, совсем не наноформата, гигантский особняк в Переделкино за $40 миллионов. А знаете, что Чубайс делает сейчас? Чубайс работает над реформами России после Путина. Не нареформировался Анатолий Борисович. Чубайс собирает какие-то семинары, рассуждает там и пишет научные статьи. Он считает, что настоящая демократия, честные выборы, независимые суды, для России не подходит. Народ слишком темный и дремучий, выберет кого-то не того. Без шуток, Чубайс на полном серьезе считает, что он не только достоин, но и что у него еще будет шанс стать лидером России после Путина. И, наконец, что касается тех, у кого были реальные шансы стать президентом вместо Путина, стать преемником. Кто-то из них был в шаге от этого. Сложно сказать, как повернулась бы наша жизнь тогда. Примаков, Черномырдин, Лужков после 2000 года уже никаких политических амбиций не изъявляли, сохраняя верность Путину. Немцов стал оппозиционером, одним из лидеров протеста. Он избрался депутатом. Его застрелили на мосту у Кремля в 2015. Остальных тоже уже нет в живых. Остался только Путин. Путин и мы. Мы не выбирали его на честных выборах. Никто из нас не назначал его преемником. Мы не помогали ему строить дворцы, захватывать власть и начинать войны. Мы просто получили его в виде подарка из 90-х от дорвавшихся до власти олигархов из семьи. Справедливо или нет, но именно на нашу долю и нашу жизнь выпала самая большая ответственность. Положить конец этому путинскому безумию, тянущемуся 2 десятилетия. Положить конец угнетению, бесправию, страданию, которое Путин принес в нашу страну. Вырвать из его цепких лап все то, что дорого нам всем. Нашу свободу, наших людей, наше будущее. И никогда, и ни за что не допустить, чтобы это повторилось.